В предыдущей серии мы оказались на Алтайском Марсе, насладились его невероятными разноцветными ландшафтами, спустились к реке и вдоль нее отправились в степи, по которым вдоволь нарысачились, правда не без приключений. Потом долго удирали от дождя и в итоге добрались до мегалита, познакомились с рисунками, которым много-много лет. Проехались по самой красивой дороге страны Чуйскому тракту. Также познакомились с результатом процессов, происходящих в Куральской степи миллионы лет назад, во время ледникового периода, знаменитой рябью течения. И в конце концов добрались до замечательного глэмпинга «Выше гор», в котором местный алтайский музыкант Баир погрузил нас в искусство горлового пения. Именно отсюда и начинается наше заключительное путешествие по Алтаю. Утро было таким же теплым и солнечным. Команда стягивалась на завтрак. Конечно, изначально здесь у нас должен был быть день отдыха, и мы могли бы съездить на ледник Актру или еще куда-нибудь. Но люди, активно принимающие жизнь в различных бизнес-процессах, как правило, очень ограничены во времени. Поэтому у нас такого дня нет. Наше алтайское мотоприключение продолжается. О том, что нас впереди ждет, вещает, как обычно, Антоха. Мы сегодня, в принципе, прощаемся с бездорожьем, поэтому больше каких-то грязевых и степных, каменных, перевальных участков не будет. Мы сегодня глобально выезжаем на Чуйский тракт и будем ехать большую часть этого маршрута по Чуйскому тракту. А это значит, что самая красивая дорога России нам покажет свои главные достопримечательности, а именно Гейзерное озеро. Мы поедем на слияние рек Катуни и Чуя. Это вообще такое икона Чуйского тракта. Мы пересечем два перевала. Это Семинский и Чикитамань. Причем Чикитамань будем пересекать по старой дороге, по вот оригинальному Чуйскому тракту, который уже такой особо не эксплуатируется. Будем ехать часть маршрута вдоль реки Катунь, да, Бирюзовая Катунь, смотреть на ее воды. Ну и приедем в такой туристический кластер Манжерок, да, где будем отдыхать в хорошем отеле и, собственно, вспоминать, как весело мы катались по степям. Ну и по традиции Антон провел работу с картой, довел всю информацию для всех членов команды, и мы отправились в путь. Водная преграда уже была знакомой и не представляла никакой сложности для нас. Дальше выходим на асфальт и проходим небольшой участок пути все того же красивейшего Чуйского тракта. Мы сворачиваем налево и отправляемся на одну из шикарных смотровых площадок, откуда открывается потрясающий вид на ледник Актру.
Подъехав на место, для нас было большим сюрпризом встретить уже знакомого нам мотоциклиста Ваню, выбравшего эту локацию как место для своего ночлега. Ты прям как горный орел свил себе гнездышко. Как спалось? Шикарно. Спать нужно вблизи населенных пунктов, вблизи трасс, в горы не заползать. В общем, ходят медведи, есть волки, есть койоты. Ух ты, вот это вот. Спать нужно аккуратно. Уже какой 7-й день уже путешествую по Алтаю. У меня еще около 5 дней. Хочу сразу же людей предупредить, кто ездит. Готовьтесь. Запасные камеры, наклейки, запасные части, звезды, цепи, прочее. То есть место такое, торопиться никуда не надо, мест много, людей мало, хороших людей тоже много и среди них. Так что все хорошо здесь. Слушай, ну расскажи, как тебе в одного? Ничего, все-таки мы-то периодически где-то буксуем, падаем, друг другу помогаем, а ты... У меня страховка, вот как раз Алексей, 800 километров, то есть точку скидываю, за мной приезжают. Домой транспортная компания, если что-то случится. Ну давай, скажи этим людям что-нибудь для поднятия попы. Не сидите дома, выбрасывайте телевизор, отправляете жен куда-нибудь отдыхать, сами не катайтесь на мотоцикле. Это лучше. Давай, дорогой, до хорошей дороги тебе и прекрасного отдыха. Спасибо. Пообщались с Ваней, полюбовались красотой ледника и прилегающих территорий, подышали свежим воздухом и, сделав памятное фото, отправились дальше на Чуйский тракт и конечную точку сегодняшнего дня – поселок Манжеро. И снова Чуйский тракт. Красивый, разнообразный, витиеватый. Это не дорога, это целая жизнь. Каждый участок дороги не похож на предыдущий. Каждый километр ты переживаешь в наслаждении. Ты полностью поглощен дорогой и видами. Именно здесь хочется делать сотнями фотографий и максимально часто нажимать на кнопку REC своей экшн-камеры. Попробуйте насладиться вместе с нами этой нереальной красотой. Вторая остановка на маршруте – это Гейзерное озеро. Находится озеро в 6 километров от уже знакомого нам поселка Акташ, у подножия Северо-Чуйского хребта. Ни возраст, ни происхождение озера пока не установлены. Туристами водоем был открыт относительно недавно, поэтому есть версия, что озеро образовалось в результате Чуйского землетрясения 2003 года. Вокруг озера созданы объекты туристической инфраструктуры – кафе, сувенирные лавки и вот такие арт-объекты. Само озеро же находится посреди леса, и не мудрено, что долгое время о нем никто ничего не знал. На дне озера находятся термальные источники, поэтому вода не замерзает даже зимой. Озеро подпитывает один большой подземный родник и 3 поменьше. Поверхность дна – смесь голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает на дне, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности Земли. Туристы здесь просто наблюдают за процессами, фотографируются и отдыхают от зноя в тенистой прохладе леса. В интернете я нашел одну занимательную историю про озеро. В сентябре 2020 года на воду озера был спущен надувной матрас с постельным бельем. Таким образом, представители агентства из Новосибирска пытались снять рекламу для интернет-магазина. Благодаря общественному резонансу, поднятому местными гидами и жителями, организаторы съемок получили штрафы на административные правонарушения. Поэтому вывод такой: ничего, кроме наблюдения за ним и фотографирования на озере, делать нельзя. Возвращаемся к мотоциклам и двигаемся дальше. Продолжаем свой путь по Чуйскому тракту. Ни одна камера на свете не сможет передать те эмоции, которые испытывает райдер от этой красоты. Вы лишь постарайтесь оценить это через призму экрана, добавив сюда свежесть воздуха, запах алтайского разнотравья, вибрацию и звук мощного мотора мотоцикла.
А мы подъезжаем на следующую важную точку Чуйского тракта. Друзья, мы сейчас в уникальном месте. Это слияние двух великих алтайских рек. Реки Чуя и реки Катунь. А река Катунь имеет бирюзовый оттенок, потому что она стекает с растаявших ледников горы Белухи. А Чуя, впитывая в себя вот эту всю каменную смесь, имеет такой млечный цвет. Но здесь, в этой точке, они сливаются и дальше уже одним водоемом текут. Место красивое, популярное. Отсюда начинаются сплавы на рафтах, на каноэ. В общем, туристическая жизнь здесь кипит. Поглазели, пофоткались и отправляемся дальше. Через некоторое время на перевале попадаем в пробку. Точнее, попадают те, кто на машинах. Оказалось, что пробка возникла из-за того, что производился ремонт дороги. И дорожные работники организовали реверсивное движение на этом участке. Как обычно, трогаемся первыми, и вот тебе здрасте. По узнаваемым оранжевым майкам я узнал своих мотодрузей из Red Square Chapta, Хок, Россия и СНГ. Для тех, кто не в теме, в общем, это моя харлеевская семья. И как же было чертовски приятно их здесь увидеть. Естественно, передаем приветы, машем, кричим и двигаемся дальше, подгоняемые потоком машин сзади. Ребята из Red Square являются постоянными организаторами уже полюбившегося фестиваля «Два Кремля» в Казани, на котором лично я был уже 6 раз. Ну а мы мчим дальше в сторону популярнейшего с точки зрения развитого и организованного туризма в поселок Манжеро. В одной из дорожных кафешек останавливаемся на обед. Как обычно, все по-домашнему, вкусно. Едим, отдыхаем, охлаждаемся и набираемся сил. Появились дома, турбазы, кафе, рестораны. Автотрафик заметно вырос. Значит, мы практически у цели. Переправляемся через мост на другой берег Катуни и видим, что здесь совершенно другая инфраструктура. Есть и платные пляжи, и модные отели, и шале. В общем, дорого-богато. Наконец-то мы подъезжаем до места нашего ночлега, и это не совсем обычный отель. Отель «Казино». Мы так отвыкли уже от какой-то гламурной цивилизации, что нам все кажутся здесь дикими. Если честно, хочется опять в палатку на речку Катунь куда-нибудь или еще. Мы здесь размещаемся в шале. В общем, сейчас нужно принять человеческий облик. Но, честно говорю, душа не здесь, а душа там. Но... как выяснилось, народ менее приветливый, чем в тех деревянных домиках. Поэтому не все золото, что блестит. Мы, в общем, весь спектр здесь ощутили на себе, да, клиентоориентированности от отказа налить нам
термосок чая в долине реки Челышман до очень грубой просьбы убрать мотоциклы, хотя здесь не стоят ни конусы, ничего. И, собственно говоря, наблюдая там швейцарские пейзажи и какие-то вообще нереальные, потом приезжаешь в это и понимаешь, что ты в России. Оставляем мотоциклы на стоянке, и трансфер нас развозит по своим бунгало. Собственно, первое желание удовлетворено – это сходить в душ и скинуть с себя грязную мотоциклетную пыльную экипировку. Это сделано. Теперь давайте вместе посмотрим, что же из себя представляет Алтай Палас Казино. Практически сразу около входной зоны мы попадаем на ресепшн, где регистрируются гости, получают ключи от номеров и браслеты для завтрака, для бассейна, для полотенец. Ну, в общем, обычно это штука, которая происходит в любых отелях. Здесь же находится бар, в котором можно классно разместиться и с дороги, так сказать, пропустить бокальчик пива или лучше холодненького апероля, что я, наверное, сейчас и делаю. Но практически рядом с баром находятся игровые автоматы, в которых можно попытать свою удачу. Но это, так сказать, для тех, кто не играет в покер, блэкджек и рулетку. Это самое интересное, пойдемте посмотрим. Электронная рулетка, но почему-то народ, видимо, предпочитает играть все же в рулетку, где стоит крупье, и ты сам можешь прикоснуться к фишкам, к полю. Но, тем не менее, новые аппараты стоят, ребята играют, ну вот пару мест есть свободно. Сейчас прямо за моей спиной проходит финал по спортивному покеру. И на кону стоит 7 миллионов рублей. То есть победитель все заберет себе. Кстати, что очень клево, обычно в казино приходишь, люди сидят, курят, пьют и играют. А здесь зона курения выделена в отдельную зону. Ты домой приходишь, не пахнешь табачным дымом. Это круто. Друзья, ну а здесь уже можно поиграть на денежки в настоящий покер, где карты можно потрогать, сделать ставочку и переживать, выиграешь ты или нет. Конечно же, в таком модном и крутом отеле есть спа, поэтому все любительницы массажа, ухода за телом в цоколь, и вас здесь ждут с распростертыми объятиями. А здесь настоящая бильярдная, большие столы, можно поиграть в русский бильярд, также я вижу американский пул. В общем, здесь настоящее мужское пространство. Ну а вот этот уголок точно для меня. Говорят, что здесь один из самых лучших караоке на Алтае. Крутое немецкое оборудование, классное времяпрепровождение для тех, кто отличает ноту до от ноты ля. Сижу вот, смотрю на все это роскошество и великолепие. И пришла такая мысль. Сначала, когда мы приехали на Алтай и поехали по грунтовым дорогам, по красивейшим грунтовым дорогам, нам показалось, что мы как дикари туда приехали, потому что, ну, как бы у нас были другие представления о сервисе. Где-то нас, может быть, что-то не впечатлило, где-то что-то, может быть, там не совсем нам понравилось. Но когда приехал сюда, в привычную цивилизацию, в хорошие дорогие отели, где есть бары, караоке, даже казино, пришла такая же мысль. Мы сюда приехали, я себя снова чувствую дикарем. Такое ощущение, что это тебе все чуждо, и тебе этого не хочется. Ты там был настоящим, ты там сидел у костра, слушал горловое пение, получал настоящие эмоции, которые тебе запомнились на всю жизнь. А здесь суета, деньги, проблемы, какие-то споры, разногласия. Опять же, есть связь. Все тебе звонят, все от тебя что-то хотят. И мысль-то, собственно, такая. А что для тебя важнее? Вот то или вот это? Задумайтесь, друзья.
А еще лучше отправляйтесь в подобное путешествие, испытайте себя, проверьте себя, кто вы на самом деле и что для вас ближе. Это круто. Вот и подошел к концу этот день, и завтра нас ждет крутейший рафтинг по реке Катунь. Для вас пройдет всего лишь одно мгновение, а для меня целая ночь. Ну а теперь погнали на рафтинг. Как я уже и говорил в предыдущей серии, рафтинг в нашем расписании появился достаточно внезапно и спонтанно. Этой опции в нашей программе не было. И понимая о том, что мы все дни жарились на солнышке, и погода дальше тоже теплая, солнечная, захотелось все же сплавиться по Катуни. Команда Rus Moto Travel наш посыл обработала, и вот мы уже мчим на это интересное и мокрое действо. Нет, в нас не стреляли. Это просто газелька, повидавшая видов, в том числе и камушки от встречных машин. «20 минут, и мы на месте». Ну что, мы приехали на пункт подготовки нашего сплава. Сейчас нам предстоит инструктаж, одеть шлемы, одеть спасательные жилеты, естественно, плавочки. И все, 13 километров нас ждет спуск, точнее сплав. Примерно это займет где-то час 20. Представляете, какая скорость у реки. А река, кстати, Катунь. Экипированные, прошедший инструктаж, мы начинаем грузиться в рафт. Думал, буду грести, оказывается, буду снимать. В этом я очень неплох. Капитан нам достался очень веселый и юморной. Поначалу мы не понимали, когда он говорит серьезно, а когда шутит. Веревку взяли, отлично, и теперь управление берут они на себя. Влево тянем, влево, сильнее влево тянем, влево сильнее тянем, туловище сильнее тянем влево, еще сильнее, сильнее. Сильнее, 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 сильнее. А теперь вправо. Вправо тянем, вправо. Вправо тянем, вправо. Вправо. Но потом быстро сориентировались и стали отрабатывать слаженность команды на предмет выполнения команды. Катунь на этом участке не имела слишком сложных порогов, но наш Кэп рассказывал, что несмотря на это, за его практику случалось много чего интересного здесь. Поэтому реку недооценивать не нужно. И все нужно делать четко. Если команда звучит «попки», Попки вперед, навались. значит попки. А если бабочка, то значит бабочка. Ну а бабочки позднее. В какой-то момент мы проходим к порогу и понимаем, что даже такой на вид несложный порог может наделать много шума. Берегите попки! Африка, мокрые попки! А что же будет, когда проходишь огромный и высокий порог? Тут надо быть профи высокого уровня. Это очень опасно. Следующий порог был тоже непростой, но мы справились. Левый назад!
После каждого прохождения Кэп устраивал прикольные комбинации из серии водного тимбилдинга. Инструктора, поздравляю вас с успешным прохождением порога доллар. Теперь показали свой боевой дух. И реально, это заряжало всю команду. А теперь, собственно, бабочка. Крылья падай! 3-4! Как-то незаметно, шумно, весело, прохладно прошли наши час 20, и вот мы уже видим точку причаливания. Даем несколько круговых вращений для хороших кадров и настроения и, собственно, спешиваемся. Слушайте, ну круто, офигенно, прохладно, интересно. Капитан Руслан наш просто крутой чувак. Все юморыски от него — это отдельное искусство. Шутит весело. Мы с Сашей были попки. Попки вперед, это была наша команда. Я теперь на эту команду буду в любом месте, в машине, в метро, наклоняться и бросаться вперед. Ну что, понравилось? Прикольно. Офигительно, Да. очень прикольно. Капитан юморной, да, классно. Капитан красавчик. Вообще, настоящий, да. Настоящий сибирский военно-морской юмор. Да. Я попка 3-го ранга. Мне присвоили Ну внеочередное я, судя звание. по всему, вторая попка второго ранга. Вытаскиваем рафт, садимся в нашу газельку и едем в отель. Прям вот такие мокренькие, но счастливые. Ну что, Антон, я так понимаю, близок час завершения нашего мототура. Слушайте, ну да, как грустно бы не было, но все равно рано или поздно приходится возвращаться. Поэтому, в общем, сегодня мы прощаемся с Катунью. И нам предстоит 280 километров асфальтовых дорог до Барнаула. Это, собственно, столица Алтайского края. Мы из Республики Алтай выезжаем, едем в Алтайский край. Будем ехать, в общем, теми дорогами, которыми мы ехали сюда частично. Сейчас проводим Катунь, помашем ей рукой, становимся у смотровой, такая площадка красивая. Это как раз-таки граница Алтайского края и Республики Алтай. Ну и дальше в Бийск. Мы там уже были. Это, собственно, нулевой километр Шуйского тракта. Там что-нибудь перекусим, и останется нам оттуда километров 150 до Барнаула. Это будет довольно-таки быстрая дорога. Но зато приедем в Барнаул, а Барнаул — это такой город, я его лично называю такой недопитер, но как бы ласково, потому что его строили те же архитекторы, что и выполняли работы в Петербурге, поэтому фрагментарно это очень красивый город, там однозначно езди погулять, хорошие рестораны, классные бары, есть даже какие-то мотобары, вот, то есть в принципе там всегда можно найти чем позаниматься. Но опять же, если на это останется время и сила. Ну что, пойдем к карте? Давай. Проехав не так много, мы подъезжаем к той самой стеле, которая по сути стоит на границе Республики Алтай и Алтайского края. Делаем коллективное фото и отправляемся дальше. После Чуйского тракта говорить об этой дороге особо ничего не хочется. Просто хорошая дорога с хорошим покрытием, по которой нам надо доехать до Барнаула. И вот он, знак Барнаул. Мост через великую русскую реку Обь, который по сути является воротами в город. Паркуем мотики на заднем дворе отеля и идем размещаться. Итак, вот он, Барнаул. Что могу сказать? Мы заселяемся в гостиницу «Алтай». Первое, что попадается в глаза, Барнаул, это город, красивый город с характером, расположен на реке.
И первое ощущение от города, оно неплохое. Конечно, стоит прогуляться и посмотреть хотя бы так бегленько, чтобы пропустить через себя атмосферу городка. Но посмотрим, остались ли у нас силы, потому что, если честно, усталость поднакопилась, плюс еще небольшая такая болезненная ситуация. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Приняв душ и живительную влагу, отправляемся неполным составом исследовать город. На первый взгляд Барнаул нам показался таким хорошим областным центром, который, судя по архитектуре, пронес через себя все эпохи становления современного государства. Тут вам и купеческая Россия на рубеже 19-го, начала 20 века, и постреволюционные постройки в сталинском ампире, и современные офисные и жилые здания. Есть все. И вроде как бы видно, что городом пытаются заниматься, но судя по тротуарам, чистоте улиц, как бы не дорабатывают коммунальные службы. Город-то яркий, но не причесанный. Хочется прям его освежить, подлатать, добавить чистоты и блеска, и будет бомба. Но вот смотрите сами, какие интересные здания здесь попадаются. Друзья, ну поскольку в Барнауле очень много исторических зданий, здесь для гостей города, ну и для, естественно, местного населения, которое не знакомо с историей, сделали вот такие удобные QR-коды, ты сканируешь, и вот у тебя аудиогид, и начинается экскурсия. Интересно, а что думают сами барнаульцы о своем городе? Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Сергей, а вас? Меня зовут Евгения, очень Евгения, приятно. а вас? Василий. Василий, я так понимаю, вы отец, а вы дочь? Да. Да, ну расскажите, как вам живется в Барнауле? Люди максимально приветливые, все общительные. Алтайцы — это самые лучшие, мне кажется, алтайские люди. В плане безопасности, ничего В плане там, безопасности криминала? Нет, вот это. вот я считаю, если ты сам по себе по энергетике такой человек, который притягивает к себе только там знакомство, доброе общение. Иногда вот это... на улице не спрашивают, какая у тебя... Нет, я иду, братан, у меня энергетик, братан, меня не чувствует. Он проходит мимо, он идет, ищет такого же братана, который готов там найти какие-то приключения там на одно место. А если я иду, я хочу найти там подружку себе, познакомиться, найти развитие, еще что-то такое, то я найду именно ее, братан мимо меня пройдет. Барнаул переводится как Барн, высота, аул, знаете, селение. Да. Селение на высоте. Вот, Барнаул и начинался. Есть такая поговорка. На горе стоит аул, это город Барнаул. Под горой стоит стоянка, это станция Алтайка. Вот там есть станция Новоалтайск. Вообще город возник в 1730-х годах и развивался как поселок при сереброплавильном заводе Акинфея Демидова. Позднее город стал крупным транспортным узлом, промышленным, культурным, медицинским и образовательным центром Сибири. Имеет статус города трудовой доблести, потому что во время Великой Отечественной войны сюда были перевезены около 100 предприятий из Москвы, Ленинграда, Одессы и Харькова. Около половины всех патронов, используемых Красной Армией во время войны, было произведено именно здесь, на станкостроительном заводе. А также Алтайский край дал очень много провизии стране в эти непростые времена. А тем самым, не спеша, мы подошли к холму, на котором располагалась замечательная смотровая площадка, которую я еще заприметил, въезжая в город по мосту через реку Обь. И понимая, что сейчас закатное время, мы поторопились насладиться закатом с той самой смотровой. Да, смотровая и впрямь была зачетная. Отсюда одновременно открывался и потрясающий вид на город в лучах уходящего солнца, и на великую русскую реку Обь с мостом через нее. А эта стела как раз и напоминает всем пришедшим, что Барнаул и его горожане внесли большое значение в историю нашего государства.
Друзья, нам удалось найти спуск к этой площадке с этими монументальными буквами Барнаул. А если развернуться, то здесь как раз открывается прекрасная панорама на мост, у которого зажглась ночная подсветка. В таком прекрасном месте, глядя на уходящее солнце, и мы заканчиваем этот насыщенный день. Покидаем столицу Алтайского края. Вновь проезжаем по мосту через Обь, еще раз глядя на надпись «Барнаул» и ту самую смотровую площадку, где мы встречали закат. По сути, до Новосибирска ехать недолго, поэтому что-либо вещать нет никакого смысла, так как дорога эта нам уже известна, и все, что нам нужно, это просто доехать до нашей гостиницы. И вот мы уже въезжаем в Новосибирск. Отвыкнув от такого интенсивного трафика, периодически рвем колонну, так как водители не желают нас организованно пропускать. И тут уже едем по принципу «каждый сам за себя». Въезжаем на парковку отеля, и по сути наше приключение окончено. Остается разобрать вещи, загрузить мотики в мотовоз, принять прохладный душ, переодеться и отправиться на заключительный гала-ужин. В последнее время мотожизнь, я как человек, который мотожизнь воспринимал только через призму хога и хоговского сообщества, хочу сказать, что жизнь стала гораздо интереснее, насыщеннее и разнообразней. Во всем этом большую роль играет правильная организация. И вот ваше внимание, оно было бесценно во всем. Так появился рафтинг, так у нас всегда была вода. Какой-то ты усталый, когда Диман помогал с вещами, еще как-то. Было прям все комфортно, все удобно. Вот. Ну а всегда путешествовать с любимыми друзьями, это всегда круто и офигенно, потому что когда есть в компании свои люди, где тебе не приходится думать, о чем ты шутишь, думать, о чем ты говоришь. То есть вот как оно идет, так оно идет. Иногда одно слово заменит 25 строф. Вот, поэтому это было незабываемо, это божественно. Уже, если честно, начинаю скучать, но уже думаю о новых историях, совместных историях. Чем этот тур был особо удивителен? Тем, что вот с кем мы не поговорили, не обсуждали, ощущение потери контроля времени и нереальности какой-то, да, происходящего, оно было у всех. То есть мы ехали всего 7 дней. Всего 7 дней. Что это? Это какая-то неделя. А ощущение, как будто мы ехали 2 недели, а может быть даже больше в какой-то момент. Тур был очень разнообразный, впечатлений тоже разнообразные, и ландшафты, и всякие разные события. Спасибо огромное. Я прям, честно, кайфанул от своего мотоцикла, потому что я никогда не выезжал на бездорожье на нем. Вот, вы дали эту возможность, и прям было классно. Спасибо за компанию, просто было все, никаких там, не знаю, каких-то недоговоренностей, ничего, то есть все было ровно, классно и здорово. Конечно же, общее огромное спасибо всем вам, потому что совершенно не важно, на чем мы едем,
совершенно не важно, где мы ночуем, совершенно не важно даже, куда мы едем. Безоценочно, безгранично важно, с кем мы едем. Если это были бы другие люди, если это были бы какие-то люди, ну, условно, неправильные, если так можно выразиться, это было бы совсем другое путешествие. Вот. А именно вы, вот каждый из вас, и Паш, который уехал, да, это те ребята, которые этот тур сделали. Вот. Поэтому в первую очередь за вас большое спасибо, что вы были с нами, доверились нам, и благодаря вам получилось такое замечательное алтайское путешествие. Поэтому за вас ура! 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 Мы алтайские волчицы! Вот так весело и вкусно и закончилось наше знакомство с Алтаем. Друзья, это был Мото Алтай, организованный компанией Rus Moto Travel. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы в комментариях. А буквально через 2 дня я уже отправляюсь в новое путешествие в Южноафриканскую Республику. И чтобы не пропустить эти выпуски, не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик. Все, до свидули!